Всем привет! Меня зовут Кристина, вы на канале Вязание. Сегодня в этом видео я хочу снять такой тег, не тег, но в общем-то хочу снять видео с ответами на вопросы, которые вы мне задавали в конце декабря. Было у меня такое видео, в котором я предлагала вам задавать какие-то мне вопросы, которые вас интересуют по поводу меня, канала, вязания и всего остального. И вот в этом видео я хочу ответить на них. Есть у меня вот такая вот заготовочка с вопросами. Распечатала все, что вы мне задали. Немножко попыталась их как-то, так сказать, разбить на категории. Ну, в общем, не знаю, получится у меня это или нет. Ну, в общем, по ходу рассказа, я думаю, там сориентируюсь. Вопросы были разные и по поводу семьи, ютуба, вязания, ну, в общем, обо всем. Скорее всего, вопросы не поместятся в одно видео, и, возможно, будет это видео в двух частях. В кадре я буду вязать игрушечку, заготовочку на очередную игрушку по мастер-классу «Много игрушек по одной схеме». Вот, как раз я дошла до того момента, где нужно вязать без прибавок, без убавок. И буду 11 рядов вязать без прибавок, без убавок, отвечая на вопросы. Надеюсь, у меня получится. Давно уже не снимала так, чтобы и вязать, и разговаривать. Ну, должно получиться. Итак, наверное, я начну с того, что отвечу на такие простые вопросы, как кто я, откуда, да, и все такое. Был такой вопрос, расскажите немножко о себе. Ну, как вы понимаете, зовут меня Кристина. Фамилия, в принципе, это не обязательно. Ну, кто подписан там на какие-то мои соцсети, тот знает. Вот. Я считаю, это не особо нужная информация. Итак, первый вопрос. В каком городе вы живете? Проживаю я в Краснодарском крае, и, грубо говоря, я живу в городе Краснодар, да? Грубо говоря. Ну, а по факту я проживаю в поселке Южном. Это здесь недалеко от Краснодара, буквально, ну, не знаю, километра 3. Ну, вывеска Краснодар у нас здесь буквально за переездом железнодорожным находится. Вот. И если получается до переезда там 2 километра, да, ну и пусть еще один там будет. И все, и уже за переездом у нас Краснодар. Да, территориально это так находится. Ну и знаете, чтобы каждый раз не говорить там поселок Южный, где и там. Я думаю, что такой поселок с таким названием есть во многих регионах. Поэтому я просто говорю Краснодар, все знают, где Краснодар, и с этим проблемы нет. Следующий был вопрос, кто вы по профессии? По профессии я специалист по налогам и налогообложению, но я по профессии не работала. Я вот как отучилась, училась я, честно говоря, в техникуме. Я половину учебы училась очно и последний год заочно, потому что пошла как бы работать. Ну, нужно было обучение оплачивать и, в общем, все в таком духе. Вот. А так у меня 11 классов и техникум получается. Ну, в общем, я думаю, многие учились на кого-то, а по профессии не работали. А так, если по профессии, то что где я работала, я в основном работала в банке, так сказать, кредитным брокером, оформляла кредиты на технику, сотовые телефоны, в общем, все такое. Но это было давненько, в принципе, там. Ну и такие последние места работы, это были в основном продавец, кассир, ну, в общем, что-то такое. Последнее место работы у меня было Магнит. Я проработала там, наверное, года 2. Или, может быть, пару месяцев не доработала до 2 лет. Вот. Ну, в общем-то, наверное, это не особо интересно.
Так, был такой более новогодний вопрос. Какой у вас любимый новогодний салат? Наверное, ответ уже не актуален, но я все-таки отвечу. Это салат... Я даже не знаю, какое название у салата, потому что, ну, у каждого свое оно. Ну, в общем, это такой салат, где копченый окорочок, либо курица, оливки, ананас консервированный, сыр. И все это заправлено майонезом. Да, вроде бы так. Вот такой салат. Ну, в общем, салат с курицей, да, и оливками. Не знаю, как он называется. Так, следующий вопрос. Сколько у вас детей и как зовут дочку? Это, конечно, два разных вопроса, но я их объединила. В общем, у меня один ребенок. Дочку зовут Юлия, ей 9,5 лет. Ну, в общем, летом будет ей уже 10. Следующий вопрос. Что вы любите из сладостей? Это, наверное, да, это такая небольшая моя слабость. Я очень люблю сладкое. Из-за этого у меня даже лишний вес. Хотя, может быть, вес у меня лишний из-за малоподвижного образа. Так как я в основном вяжу, сижу, ну и все такое. Вот. Так, ушла от темы. Так, сладости. Любимая. Это у меня шоколад. В основном я люблю темный, горький. Но не все виды. Бывают такие, знаете, какие-то кисловатые и не очень вкусные. Вот, ну, в основном темный. И люблю еще мармеладки. Вот такие вот всякие там мишки, фрутеллы, вот такое вот. А так вот, чтобы там торт или что-то такое, наверное, нет. Не особо я люблю, вот больше по шоколаду. Следующий вопрос. Не ревнует ли близкий к вязанию? И был еще подобный вопрос. Как ваш муж и дети относятся к вашему хобби? Проживаю я с мужем и с дочкой. Но, знаете, у меня нет проблем с вязанием. Знаете, я знаю многие семьи, в которых, ну, там, муж против, там, то на пряжу денег не дает, то говорит, что ты вяжешь, иди там, займись делом. Вот, у меня такой проблемы нету. Мой муж работает программистом, уже более 2 лет, получается, с момента карантина. Он как ушел с офиса, так и вот теперь работает на дому. У нас оформлена самозанятость, ну, точнее, у меня оформлена, и, в общем, все сделки проходят, так сказать, через меня. Вот. И он всегда работает за компьютером. Я работаю на лоджии, а он работает в комнате. Дочка у нас либо в школе, ну, либо же тоже чем-то своим занимается, играет приставку, рисует и все такое. В общем, никто друг другу не мешает. Встречаемся мы только вечером, грубо говоря, и там за приемом пищи. Вот, так что никто не ревнует, никто не против, никаких с этим проблем у нас нету. Так, еще было много вопросов, таких, знаете, однотипных, из серии «Как научились вязать?», «Кто научил вязать?», «Сколько лет вяжете?». Еще был такой вопрос, как я пришла в мир вязания, кто был учителем и сразу ли все получалось или нет. Вот. Ну, в общем, это все я обобщу и просто отвечу вот так вот. В общем, вяжу я с детства. У меня мама вяжет, бабушка вязала. Ну, в общем-то, еще у меня подружка, получается, соседка вязала. Ну, в общем, всегда на виду было, что кто-то что-то вяжет.
Я, конечно, несколько раз просила маму научить меня вязать. Ну, как я понимаю, терпения ее не хватало, чтобы меня научить. Вот я в основном... в основном мама вязала спицами, и, ну, в общем, она мне там пару раз давала носок повязать. Я очень туго затягивала петли, и, ну, в общем, мне не понравилось. На этом все закончилось. Но это было еще, наверное, до школы, мне почему-то кажется. Либо, может быть, это там 1 класс был. Вот. В принципе, все вязали спицами, наверное, вокруг. Вот. А крючок первый раз я взяла, наверное, в школе. У нас, если я не ошибаюсь, в 5 классе появился кружок, не кружок, а урок технологий, на котором мы начали крючком вязать. До этого мы там что-то с пластилина лепили там в начальной школе. Вот. А уже когда в старшую перешли, не знаю, там 5 или 6 класс, то я взяла в руки крючок. Ну, до этого, в принципе, меня уже спицами кто-то научил. Мне кажется, что вот соседка меня научила. Она тогда вязала платьюшки куколкам Барби. И вот мне кажется, что она научила. Ну, не помню. Ну, знаю точно, что я уже умела. А вот крючком нет как-то. Не знаю. Я помню, что первое вязание крючком это была гвоздика. Мы на уроке учились вязать по схеме. Ну, уже это было давно, я не особо помню, как это было. Ну, в общем, была такая бутончик такой, и потом что-то вот такое волнистое, и это как-то там сшивалось, и получалась гвоздика. Вот. Поэтому, можно сказать, учителем, да, в моем вязании была эта вот соседка, которая научила меня вязать спицами. Но это мне так помнится. Вот. И крючком меня научила уже вязать учительница по технологии. Вот, за что ей очень благодарна. Она, кстати, очень хорошо вязала, не знаю, как сейчас, ну, уже давно не видела. Вот, у нее всегда были такие кофты вязаные, интересные, яркие. Вот. Так, ну, если перевести на года, да, сколько лет вы вяжете. Мне сейчас 31 год, летом будет 32. Так, ну, и пусть я вяжу лет с 7, да, ну, вот. Ну, пусть получится у меня, ну, грубо говоря, там 20-24 года опыта вязания, да. Но по факту я не вязала все время. Точнее, как сказать, я вязала, но с перерывами. Допустим, повязала в школе, потом периодически я там возвращалась. Скорее всего, это было зимой, знаете, когда ну, на улицу неохота было выходить. И вот зимой вечно я какие-то жилетки вязала, какие-то там вещички для маленьких детей, для племянников там что-то вязала. Но игрушки я уже начала вязать, ну, где-то в 17 году. Это 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ну, где-то 5 лет я игрушки только вяжу. Ну, плюс-минус. А вот так вот постоянно я вяжу, ну, года 4, наверное. Что без перерыва, там, без ничего. Вот. Ну да, нет, 5, наверное. Я когда уволилась с Магнита, я вот уже 5 лет сижу дома, и, ну да, где-то 5 лет я без перерыва, получается, вяжу. Ну, это, знаете, не то, что там я придумала вязать, там как-то это все монетизировать. Нет, мне очень нравится вязать, и только потом я додумалась, что можно это дело монетизировать. В основном я вязала для себя, для там, знакомых, да. Немножко у меня был опыт вязания на заказ, но вязала я тогда спицами, шапки, снуды и все такое. Следующий еще вопрос, он тоже к этому больше относится, к предыдущему. Было ли желание бросить спицы или крючок, когда все шло не по плану? Ну, я не знаю, у меня как-то получилось так, что все всегда сразу получалось, вот кроме
с самого детства, да, когда там мама меня учила носки вязать. Я каждый раз забывала, как вязать пятку. Но мне кажется, даже если я сейчас начну тоже вязать, я не особо вспомню. Я помню, что вывязать вот эту штучку, а потом надо как-то там с убавочками провязать и потом боковые петли набрать. Ну, в принципе, я давно не вязала, и, ну, вот просто так не получится мне связать. Мне, ну, наверное, посмотреть придется видео, либо взять носок, посмотреть, как оно вязалось. Ну, в основном у меня мама вяжет носки, это бабушкиной пяткой, такая она квадратная. Вот. Ну, я тоже, в принципе, могу вязать такие. Ну, я вообще много что могу. Я и кофты, свитера вязала. Вот. Ну, в основном регланом. Я не очень люблю швейные изделия. Но в планах у меня, конечно, есть что-нибудь такое связать. Ну, просто для себя хочется попробовать. Получится у меня, нет. И сейчас только много разных швов появилось. Ну, в общем, интересно было бы попробовать. Так, ну, в общем, не было у меня желания что-то бросить. Нет, мне всегда нравилось вязать и спицами, и крючком. Причем, знаете, мне, когда я научилась вязать крючком, мне больше нравилось вязать крючком. А вот когда спустя какое-то время я связала пару свитеров, и они у меня там получились, они такие классные были. И мне даже показалось, что спицами вяжется быстрее, красивее и как-то... Ну, крючком я больше вещи никакие не вязала. Я только спицами их вязала. А крючок у меня сейчас вот только для игрушек. Так. Посмотрю тут остальные вопросы. Следующий вопрос. Что больше нравится вязать? Вещи или игрушки? Спицами или крючком? По своим МК или по чужим? Что больше любите вязать? Одежду или игрушки? Так, ну, в общем, такой длинный вопрос. Обо всем по чуть-чуть. У меня нет конкретного ответа, что мне больше нравится вязать, игрушки либо вещи. Мне нравится вязать и то, и другое. Но так как у игрушки более быстрый результат, и, в принципе, канал мой изначально был как бы заведен по вязанию игрушек. Я, конечно, его прям там не называла, что это там toys, да, там как-то что-то с игрушками, там вязаные игрушки, там нет. Я открывала, хотела сначала показать, какие игрушки я связала, а потом уже подумала, что в процессе я, ну, определюсь, что мне вязать, вещи либо игрушки. Ну, и поняла, что вещи вязать это долго. И как раз как-то я вот готовилась к ярмарке, хотела поехать, продавать игрушки, там копила их, так сказать. Вот, и, в общем, канал мой остановился на игрушках. Но мне также нравится вязать вещи. Сейчас на вещи у меня поменьше времени, потому что вещи как бы я на заказ не вяжу, я вяжу только для себя и там для мужа, для семьи. Ну, так сказать, когда они нужны. А вот игрушки я могу продать, заработать денежку, поэтому, ну, не знаю. В общем, мне нравится и то, и другое вязать, но просто игрушки мне приносят деньги. Так, следующий вопрос. Ну, не под вопрос, да, так сказать. Нравится вязать по своим МК или по чужим? Конечно же, мне нравится вязать по чужим МК, но, наверное, больше по тем МК, которые я уже вязала. Мне не всегда нравится начинать какую-то новую игрушку какого-то неизвестного автора. Особенно если это бесплатный мастер-класс, не всегда игрушка получается такая, как у автора. По платным мастер-классам вязать поприятнее, конечно же. Там обычно всегда все прописано, все проверено, протестировано. Вот, поэтому либо по своим, либо по таким платным мастер-классам, либо по тем, которым я уже вязала. Так.
И следующий вопрос, и он, кстати, был задан двумя людьми разными совершенно. Был такой вопрос: любимый мастер амигуруми и, ну, любимый мастер вязаных игрушек. Это, наверное, самый сложный вопрос, и на который у меня нет ответа. У меня нет любимого, так сказать, мастера, автора, да, игрушек. А есть такие мастера, которые, ну, внешним видом, ой, ну, не своим внешним видом, а внешним видом игрушек меня привлекают. Но, не знаю, я даже, знаете, в Инстаграм не особо на кого-то подписана, чтобы лишний раз не смотреть на чужие игрушки там и не копировать их. Конечно, сейчас у меня есть множество, так сказать, вязальных подруг, да, таких виртуальных, которые присылают мне какие-то картинки, что-то показывают. Конечно, невольно ты, ну, знакомишься с каким-то автором, его там игрушками. Я даже в Инстаграм подписана там буквально на 40 человек, и то половина из них мои знакомые, а другие девочки это, ну, в принципе, либо я с которыми общаюсь, либо которые мне, ну, интересно посмотреть, что они там связали, вот такой вот. А вот на таких популярных мастериц я давно отписалась и не смотрю. Но это не потому, что там, ну, как-то, что им не нравится или еще что-то. Нет, просто чтобы не смотреть, что они придумали, что они связали, чтобы у меня не было желания что-то такое скопировать и начать вязать. Потому что изначально, когда я только начинала вязать, я старалась не покупать платные мастер-классы, а вязать по фотографиям. Просто смотрю, как игрушка выглядит, и вот так вот вязала. И вот я боюсь, что получится такая же история. Так, следующий вопрос. Бывают ли у тебя дни, когда, ну, совсем не хочется вязать, а делать что-то хочется? Чем тогда ты занимаешься? И кто-то другой задавал вопрос. Бывают ли такие дни, когда не хотите вязать игрушки? Да, вполне у меня бывают такие дни. Тогда я беру спицы. Я тогда не вяжу игрушки, а вяжу что-то спицами. Либо же я вяжу какие-нибудь заготовочки, какие-нибудь брелочки. Котиков, например, каких-то там вяжу. Вот сейчас медузок вязала. Ну, то есть на полноценную игрушку не было времени повязать, а я вот вяжу щупальца медузкам, такие какие-то заготовки. Также я могу сесть повышивать. У меня есть очень давний процесс вышивки. Ему уже скоро 10 лет, а я его все вышиваю. Но это все потому, что там, ну, знаете, первая попавшаяся была картинка, я ее взяла, вышивала, потом переехала, потом я ее, грубо говоря, потеряла, потом нашла у мамы там и забрала, вот сейчас снова вышиваю. Очень редко, но все равно. Вот. Ну, у меня, знаете, я же не только вяжу, я еще монтирую видео, там тоже занимает достаточно много времени, поэтому если я не вяжу, то я монтирую видео, либо вяжу спицами. Так, следующий вопрос. Как к твоему творчеству относится муж, родные? Не ревнует ли близкий к вязанию? Ну, это уже такой повторный вопрос. Нет, никто не ревнует, проблем нету. Муж относится положительно, особенно с того момента, как я завела канал, так сказать, появилась дополнительная денежка, да, вот. Ну и, в принципе, он и до этого никогда не был против. Мы с ним давно вместе, практически 15 лет, ну, немножко меньше. Вот. И он всегда с радостью носил мои жилетки, свитера и также продолжает все это носить. Ему нравится. Ну, ему всегда нравилась ручная работа.
Вот, он даже, когда был, так сказать, в подростковом возрасте, он любил какие-то необычные вещи, которые там что-то вышито вручную, либо там, вот он даже заказывал себе пальто, шитое, чтобы под его размер было там, в общем. Ну, в общем, нравилось ему. Ну, и сейчас нравится, но сейчас уже немножко другие вещи он любит. Вот. Также ему нравится, что я тихонечко сижу, вяжу, никому не мешаю и не говорю, что мне делать, мне скучно и все такое. Вот. Поэтому положительно относится, спонсирует мое вязание, пряжу и все такое. Даже сам, бывает, ездит за пряжей. Следующий вопрос. Планируете научить вязать доченьку и во сколько? И подобный вопрос был. Дочечка уже пробует себя вязальщицей. К сожалению или к радости, не знаю, нет. Дочка у меня совершенно не тянется к вязанию. Она у меня больше рисует. Было пару раз у нее такая тяга, там, ну, совершенно там в 5-6 лет, типа, научи меня вязать. Дальше, чем вязание по воздушной цепочке, у нас дело не дошло. Она еще потом 1 или 2 раза подходила ко мне, мы связали кружочек, она сказала, нет, это мне не нравится, я это вязать не буду. Вот. Но она сама как бы хотела. А сейчас уже, наверное, года 3 она совершенно не подходит, и ей не интересно. Она может подойти, поумиляться, ой, какая там игрушечка, все, и на этом ее интерес вязания заканчивается. Даже в школе был кружок, не был, наверное, есть, вот, по вязанию игрушек. Многие у нее в классе пошли, а она нет. Она мне только ездит на кружок по рисованию. Вот. Следующий вопрос. Когда и как вы начали вязать, и как начали вязать игрушечки? История у меня довольно-таки банальная. Ну, как я уже сказала, я вяжу с детства, а вот игрушки я начала вязать с 17-го года, ну, может быть, конец 16-го года. Ну, вот примерно так. Ну, первые игрушки я, скорее всего, попробовала в конце 16-го года вязать. В общем, как раз у меня что-то там появился Инстаграм, и я начала там просматривать какие-то картинки, и увидела, что девочки вяжут зефирных таких зайчиков с длинными ушами из плюшевой пряжи. Я тогда совершенно, ну, не знала, как это связать, и хотела такую игрушку дочке. Я тогда не знала, что в Ютубе можно найти такой мастер-класс, да, там, что... Ну, вообще не знала, что в Ютубе есть мастер-классы по вязанию игрушек. Как-то я видела только кофточки, там, свитера, ну, как-то вот что-то такое, а игрушки нет. И вообще я никогда не видела такую плюшевую пряжу. Я тогда игрушки вязаные видела только из карачаевской пряжи, с такими, знаете, приклеенными глазками, либо там пришитые пуговки. Ну, в общем, как-то они у меня не вызывали интереса ни связать, ни купить. А вот эти красивые зефирные зайчики, они мне нравились. И я тогда пошла в магазин, нашла пряжу. Она, конечно, была не такая, немножко на вид. И я связала зайчика, вставлю вам фотографию. Это уже или первый, или второй зайчик, которого я вязала. Первого я набила ватою. Потом додумалась купить подушку в Леруа. И, в общем, вот этим синтепоном наполнить игрушечку эту. Набивала я тогда мягенько так, лишь бы это. Там вот такие дырки были в игрушке. Потому что, не знаю где, либо я сама спросила у кого-то в Инстаграм, каким крючком вы вязали. И там было написано, что 5. Вот крючок я тогда купила 5. Ну, представляете, там 5, плюшевую пряжу связала. Ну, так себе выглядело это. Вот. Но в тот момент мне казалось, что это, ну, вау, как круто. Я тогда еще не знала, что есть глазки такие вот на безопасном креплении. Я просто вывязала вот такие вот черные кругляшки, да, из тонкой ниточки.
Ну, это потом уже и глазки нашлись, и про наполнитель я узнала, и то, что крючок меньше надо. Вот. Ну, в общем, банально. Я не захотела тратить денежку на игрушку, я ее связала сама. Потому что мне показалось как-то тогда, что 1500 зайчик, слишком это дорого. Ну, как бы, я же понимала, что моток стоит, допустим, до 200 рублей. Думаю, какие 1500? Вы о чем? Вот. Поэтому связала сама. Следующий вопрос. Из какой пряжи больше всего любите вязать игрушки? В полухлопке или в плюше? Изначально я начинала вязать игрушки только из плюшевой пряжи. Она мне очень нравилась. Все классно, быстро вязалось. Но потом, знаете, в какой-то момент я поняла, что большие игрушки мне не интересны, не нужны. И хотелось повязать что-то маленькое, такое хорошенькое, миленькое. И я постепенно перешла на полухлопок. Возможно, это сыграло роль, что я не вязала из детской новинки там или вот из карачаевской пряжи. Как-то у меня так получилось, что я вот вязала из плюшевой, потом увидела полухлопковую, и все. И сразу начала вязать вот такие вот полухлопковые игрушки. И знаете, мне сейчас нравится и то, и другое вязать, но все-таки, если вот мне скажут связать игрушку, то я выберу полухлопок, потому что он не оставляет за собой, так сказать, мусора, он не сыпется, да, там. Легче мне здесь пришить детали, сделать утяжку и все остальное. И я знаю, что такая нитка не порвется. А вот плюшевые детали я пришиваю обычной хлопковой ниткой, да. Ну и они не особо держат форму. Особо много не набьешь, она тогда как бы каменная, да. Ну, пряжа там мягкая, сама игрушка каменная. В общем, полухлопковая нравится. Наверное, это заметно, потому что, ну, и на канале чаще всего полухлопковые игрушки, а из плюшевых это там какие-то единичные заказы, либо котики, маленькие котики. Следующий вопрос. Любимые крючки. У меня не особо много крючков, которыми я вяжу. У меня вот такой вот крючок Clover 2,25. Вот у меня предыдущий, которым я уже, наверное, года 2 вяжу. Это 2. И еще у меня есть вот такие вот крючки. Это вот из старых, которые я вязала, китайские. И недавно я взяла набор вот таких вот тоже. По форме они как кловеры, но с Китая. И вот такие вот они более толстые. Это у меня для плюшевой пряжи. Ну, в общем, просто взяла набор. Там было поменьше. 2, наверное, или 2,25. 2,5. В общем, не помню там, какие были размеры. Вот. Ну и, в принципе, больше у меня нет крючков. В общем, у меня набор вот таких вот крючков без ручки. И вот недавно буквально появились с ручками. А так вот, в основном этими вяжу. Они мне очень удобные в руке. Когда-то давно я еще вязала такими стальными крючками. С одной стороны, допустим, 4 была, с другой 3. Но это было давно. И вот тут вот у меня упирался крючок. И постоянно мне вот здесь вот натирало. Мне не нравилось. И я вот искала, вязала сначала, по-моему, вот такой вот был какой-то крючок китайский. Тоже был наборчик у меня. Но, знаете, здесь вот эта вот часть толстая. Вот, видите? И вот такой крючок толстый, он оставляет дырки в полотне. Вот. Еще у меня как-то был крючок Knit Pro, такой красненький. Но я его где-то запечатала обратно в упаковочку и положила. Я буквально там немножко провязала, поняла, что он мне неудобный.
У него эта часть более длинная и неудобно мне держать. Ну, как видите, я держу немножко не так, как все. И многие пишут, кто меня так научил. Никто меня не научил. Я, в общем, как взяла, так и вязала. Я самоучка. Мне совершенно неудобно вот так вязать. Мне кажется, в такие моменты вот здесь вот будет рука болеть. Вот каждый раз ее туда втыкать, там, крутить вот так вот. Ну, в общем, мне неудобно. Поэтому я вот так вяжу. Так. В общем, как вы поняли, вот мой крючок любимый. Так, следующий вопрос. Где заказываете глазки и холофайбер для игрушек? Холофайбер я покупаю в оффлайн-магазине у нас здесь в городе. Не знаю, как называется магазин, но, в общем, там их несколько. И они, наверное, при мебельной фабрике. Потому что, ну, там и кожезаменитель продается, и холофайбера разного вида, и синтепон, в общем, все-все-все для мебели. Там несколько таких магазинов, и вот если в одном нету, я иду в другой. Оптом там подешевле. В общем, я раньше брала прям сразу по много, там по 4-5 килограмм, а сейчас беру, ну, там, возьму килограмм-два и знаю, что все равно в следующем месяце надо будет ехать в ту сторону, и я куплю. Вот. А раньше вот эти большие мешки, там по 4-5 килограмм, у меня хранились в кровати. Знаете, кровать такая с подъемным механизмом, и вот, ну, типа как диваны, да, и там отдел для хранения, и вот так вот в кровати у меня лежала. Вот, ну, мне как бы требовалось место в кровати для других вещей, и я извязала, и больше так много его не покупаю. Так, про глазки. Глазки я, наверное, как и все, заказываю на Алиэкспресс. Сразу беру много упаковочками, по 100, по 200 штучек, чтобы надолго хватало. Следующий вопрос. Из какой пряжи начала вязать игрушки? Ну, получается, я на этот вопрос уже ответила. Я изначально начала вязать из плюшевой пряжи игрушки. Вот. А потом уже из полухлопка, потому что у меня был полухлопок. Я из него вязала кофточки, пинетки. И вот как-то так получилось, что мимо меня акрил прошел. Хотя у меня, знаете, был период, я делала пледы из таких помпонов. Но не так, что помпоны навязывала и делала плед, а на решетку были набиты у меня гвозди. Натягивала нитки, потом разрезала, связывала. Ну, в общем, не знаю, как эта техника называется, но, в общем, такие... В общем, сейчас фотографию вставлю, у меня там сохранилась она еще из тех времен. Вот, и таким образом я делала пледы, и у меня был акрил Alize Шикерим Бэби. Вот, но почему-то руки у меня не дошли вот связать из нее игрушку. Не знаю. У меня из такой пряжи была только одна жилетка. У меня там розовый цвет оставался, и я дочке вязала жилетку такими цветочками. Довольно-таки популярный был мастер-класс. А может быть, не было, он и есть. Вот. Тоже вставлю фотографию. Она не очень хорошего качества, но там смысл понятен. Вот. В общем-то, в принципе, мне просто повезло, что я сразу вязала из полухлопка. Потому что знаю, что девочки, которые вязали изначально из акрила, а потом начинают вязать из полухлопка, им кажется, что полотно какое-то не такое, там какое-то дырявое. Ну, в общем, мне повезло больше. Следующий вопрос. Назовите любимое место в квартире, где вы любите вязать. У меня, так сказать, все зависит от времени года. В основном я провожу время на лоджии. Здесь у меня стол, стул, да, так сказать. Я вяжу здесь, но зимою здесь не особо комфортно. У меня здесь теплый пол и стоит обогреватель.
Поэтому вот сейчас я снимаю видео, мне комфортно все, но, знаете, постоянно сидеть вот с этим обогревателем, ну, тоже не особо интересно, поэтому я, когда прохладно, нахожусь в кухне. В кухне у меня стоит диванчик, и я вот в кухне на диванчике вяжу. В принципе, у меня даже ничего из вязания в комнате и не находится. У меня все на лоджии. И вот буквально там корзиночка какая-то с процессом бывает на кухне. Так, следующие вопросы, они связаны с ютубом, с пряжей. И, знаете, такие вопросы, которые надо, ну, наверное, показать что-то. Тут вот про пряжу, да, про рукодельный уголок. Вот. Я, наверное, это все дело оставлю на следующее видео. Так, сейчас еще посмотрю вопросы. Так, в общем, оставлю вопросы про пряжу и про то, что нужно показывать в следующем видео. И сейчас еще отвечу на парочку таких вопросов про YouTube. Первый вопрос. Что тебя вдохновило на создание канала? Так. Это такая немножко странная история. В общем, я увидела, что одна моя знакомая открыла на ютубе канал. Канал был не про вязание, но я посмотрела, что человек, в общем-то, снимает, что-то там делает, и я подумала, вот прикольно, интересно, если я заведу канал, будут ли меня смотреть люди? В общем, просто у меня был интерес, получится ли у меня или нет. Изначально у меня не было никакой цели вообще. Я подумала, что я сниму пару видео, меня никто не будет смотреть, и на этом все закончится. Поэтому я, наверное, месяца 4 мужу вообще не рассказывала, что я снимаю, пока он не, ну, так сказать, не уволился с работы и не ушел на карантин, да. Вот. Я тихонько снимала, пока он был на работе, ну, а потом он как бы постоянно дома находился, и мне пришлось рассказать, чтобы снимать. Я при нем не могу снимать, и мне нужно закрыть 2 двери и уйти вот сюда вот на лоджию и здесь снимать. Вот. Ну, раньше я снимала вообще, когда его не было дома. То есть, если он куда-то уехал, либо там у него какие-то дела, тогда я снимаю. Сейчас немножко попроще с этим, но все равно. Если он будет сидеть в соседней комнате, я не буду снимать. Не знаю, я как-то начинаю заикаться, путаться в мыслях. Какие-то, в общем, комплексы, проблемы у меня с этим. Вот, и получилось так, что, в общем, я хотела посмотреть, если того человека смотрят, будет ли смотреть меня. Вот. Загрузила первое видео, у меня было просто из фотографий, потому что, ну, я, наверное, где-то месяц или 2 думала, как мне начать вести канал, когда мне это сделать. Думала, с января начну снимать, потом дотянула, что январь уже прошел, а я так и не начала канал вести. И вот, кстати, 5 февраля было у меня каналу 2 года. 5 февраля я впервые добавила видео, причем я добавила его еще 1 числа, и только 5 я открыла к нему доступ. Я что-то как-то переживала, не знаю, что-то там. Боялась, что кто-то из знакомых найдет канал, что-то там будет смотреть. Ну, в общем, не знаю, какие-то такие странные
страхе были. Вот. И я даже своим знакомым и там никому и в Инстаграм не показала, что у меня канал есть, пока у меня не набралось 1000 подписчиков. Потому что до 1000 подписчиков я думала, что я это дело брошу, и потом просто удалю, и никто не будет знать, что я занималась вот такой вот ерундой. Ну, грубо говоря, не хотела опозориться, да. Ну, всегда неприятно, что ты там что-то начала, потом перестал это делать, там, или, ну, у тебя что-то не получилось. Ну, я, в общем, так думаю. Вот. Так что, в принципе, меня ничего не вдохновило, просто хотелось показывать кому-то, что я делаю, так как, ну, я живу в городе, грубо говоря. Здесь у меня нет родных, как бы, с кем я могла бы там разделить вязание, показать, там, вот, смотри, я что вяжу. Мужу, конечно, интересно, ну, да, интересная игрушка, неинтересная, и все. На этом разошлись. Вот. Ну, в общем, не с кем было разговаривать об этом. А хотелось как бы поделиться. Мне всегда нравится, когда выставишь какую-то фотографию там в Инстаграм, все похвалят тебя, лайки поставят. Ну, в общем, вдохновляет это. Также и YouTube. Выставишь какое-то видео, тебе там комментарии хороших напишут. Вот, думаешь, вот, надо в следующем там еще что-нибудь поинтереснее снять. Вот. Вот такие вот дела. Следующий вопрос. Как вы обзавелись вязальными подругами? Ну, я бы не сказала, что я обзавелась вязальными подругами, но у меня есть знакомые. Эти знакомые... Так, наверное, сразу озвучу следующий вопрос, и тогда будет как раз понятно, о чем речь идет. И следующий был вопрос. Есть ли какие-то вязальные чаты, где можно спросить и посоветоваться? Так вот, я помню давно еще, когда у меня было очень мало подписчиков, я увидела на ютубе канал «Добрые игрушки», все знают, канал Марины. Вот. Она с Украины. И вот она как-то приглашала девочек в чат. Что-то там рассказывала, что у нее там какой-то чат есть. Вот, всех приглашала. Ну, я как-то подумала, что я туда пойду, кто меня вообще туда возьмет. А потом Марина организовывала, как сказать, марафон, не марафон. Ну, в общем, организовывала, господи, акцию, марафон. Не знаю, как это называется, но, в общем, Тайный Санта был. Собирала девочек, которые хотели бы обменяться подарками. Обмен. Вот. Организовывала обмен по новогодний, по-моему. Ой, нет, не новогодний. Летний. Я в летнем участвовала. Вот, организовывала на марафон этот, и я решила поучаствовать в нем. И там, чтобы поучаствовать, надо было добавиться в чат. Вот, я там добавилась, и потом после обмена она приглашала, кто хочет, чтобы добавились в чат, так сказать, вязальный, болтальный. Вот, и я туда тоже добавилась. Там я познакомилась с девочками, с Женей, с Яной, ну, и с Мариной, конечно же. Но, знаете, у меня было не особо много времени для общения. Ну, как-то не знаю. И девочки там, видимо, давно уже были и общались на совершенно разные темы. Уже все друг друга знали. Там доходило до того, что, ну, рассказывали, у кого что случилось, там. И были, знаете, такие моменты, там писали, у кого кто умер, у кого кто родился. Ну и, в общем, вот я, кстати, кому-то рассказывала про этот момент, и никто особо не обратил на это внимания. А на меня это очень плохо сказывалось. Я постоянно видела вот эти сообщения, типа, я там пропала, у меня там отца не стало, у кого-то там внука, ребенка. Ну, в общем, такое, знаете, напряженный какой-то чат был для меня.
и я оттуда удалилась. Просто молча удалилась, и все. Так вот, я знаю, что чат до сих пор существует, и девочки организовали еще какой-то другой, но там уже есть чат именно девочки вяжут, что-то там делятся. Вот. Также я знаю, что есть у Антонины Дегтяревой чат, да, и еще там у кого-то. Но я ни в каких чатах не состою уже давно. Вот. И вот как раз-таки вытекает вопрос из предыдущего, да, вопроса. Я обзавелась вязальными подругами из этого вот чата, получается. Стараюсь поддерживать девочек. У многих есть каналы. И, ну, стараюсь заходить, смотреть, комментировать. Не всегда получается, но все равно стараюсь. Поэтому я не знаю, если вы хотите в какой-то там чат попасть, то, скорее всего, это вам надо к Марине, либо же канал «Вяжем игрушки с Женей». Я оставлю вам ссылочку, можете ей написать. Возможно, они вас добавят. Я знаю, что они добавляют тех, у кого есть канал по вязанию игрушек. Вот. Там они организовывают всякие мероприятия, там всякие марафоны, там, как сказать, ну вот неделю стартов там организовывают, вязание кукол и всего остального. Вот, я думаю, если вы напишите Жене, то она без проблем вас добавит. И вы сможете поучаствовать тоже в каких-нибудь мероприятиях вязальных. Так, наверное, чтобы не было слишком длинным видео, на этом я пока закончу и продолжу свой рассказ в каком-нибудь из следующих видео. В следующем видео будут вопросы по поводу заработка на YouTube, по поводу платных мастер-классов. Покажу также вам пряжу свою, где я ее храню. Вот. И все такое, что, ну, как бы нужно показать. Вот. На этом я закончу это видео. Надеюсь, что вам было интересно послушать мой рассказ. Возможно, он какой-то был, ну, такой монотонный, да, но надеюсь, вы не уснули. Вот. Думаю, что вторая часть будет поинтереснее, более живая. Будет что посмотреть, не только послушать. Но надеюсь, вы приятно провели время и немножко побольше обо мне узнали. Спасибо, что дослушали меня до конца. Спасибо вам за просмотр и увидимся в следующих видео.